Харе Кришна, я хочу рассказать историю из своей жизни. Hare Krishna, I would like to share a story from my life. Но это речь не обо мне, а о том, как попасть во Вриндаван. But the story is not about me, but the story is how to get to Vrindavan. Периодически мне пишут разные люди и спрашивают мой опыт. Sometimes people message me and ask about my experience. И вот я хочу кое-что сказать по So этому I would поводу. like to share something about it. Как приехать во Вриндаван? So how one can reach Vrindavan? В Вриндаван невозможно приехать, просто купив сюда билет. One cannot just reach Vrindavan by buying ticket. И в первую очередь это высказывание касается, конечно, внутреннего настроения. First of all, we talk about the mood, internal mood. Потому что, в принципе, человек может купить билет и приехать сюда. But because of definitely one can buy tickets and come here physically. Но также мы видим, что для многих людей, у которых есть деньги, этого тоже недостаточно, чтобы просто приехать. But also we can see that many people who have money, they don't come here. Я знаю очень много людей, у которых есть деньги, но они не могут приехать во Вриндаван, и тем более они не могут жить во Вриндаване. I know many people who have money, but they cannot come here, and moreover, they cannot live here. И самое интересное, происходит это потому, что у людей нет желания. And the most important thing is that they don't have the desire. Потому что у каждого из нас есть одинаковый лимит времени, 24 часа в сутки. Because we are all equally limited by 24 hours per day. Да, в этом отношении мы все равны. In this sense, we are all equal. И мы сами распоряжаемся, как потратить эти 24 часа. So this is up to us how we spend these 24 hours. Да, и кто-то думает, вот было бы у меня больше денег, я бы больше сделал. So one person thinks that if I had more money, I would do more things. Но в действительности нет. But in reality, it's not true. Потому что в жизни у каждого столько ресурсов, сколько ему положено. Because everyone has that amount of resources that he has by karma. Да, но время у всех одинаковое. But the time we have same. И вот возникает вопрос, на что мы тратим свое время. And the question is how we spend our time. Мы тратим свое время на то, вот на исполнение наших желаний. And we spend our time to fulfill our desires. Какие у нас желания, на то мы и тратим наше время. So depending on our desires, this is how we spend our life. А деньги только помогают этому. And money only help to fulfill the desires. Потому что в основном люди, даже у которых есть деньги, говорят, у меня нет времени приехать во Вриндаван. Because some people say, even though I have money, I have no time to go to Vrindavan. У меня 24 часа, и у вас 24 часа. У нас время одинаково, у всех есть время. So I have 24 hours and you have 24 hours. So time is for everyone same. Поэтому неправда говорить, что нет желания. То есть нет времени, нет желания. So it's not the correct thing to say I don't have time. It's better to say I don't have desire. И те люди, у которых есть желание приехать во Вриндаван, в результате у них находятся и деньги. And those who have desire to come to Vrindavan, they find money how to do this. Мой собственный опыт, у меня не было денег. In my own experience, I didn't have money at that time. Я так сейчас говорю, как будто они у меня сейчас есть. And I speak in this, it sounds like now I have money. То есть но сейчас я хотя бы нахожусь здесь, а тогда я находился в России, и денег на билет даже не было. But now at least I am staying here, but at that time I was staying in Russia and I didn't have money even for a ticket. Но я очень хотел приехать во But I Вриндаван. really wanted to go to И Vrindavan. что я стал делать? And what did I start to do? Я стал очень много читать и слушать о Госвами Вриндавана. I started reading and studying about Goswamis of Vrindavan. Да. Вот здесь Самадхи Вишванатхи Чакраварти Такура. Here is the Samadhi of Vishwanath Chakravarti Thakur. И Вишванат Чакраварти Такур является очень важным ачарьем в нашей жизни. And Vishwanath Chakravarti Thakur is a very important acharya in our life. Шрила Прабхупада в своих комментариях к Шримад Бхагаватам писал на основе комментариев Вишванатхи Чакраварти Такура. And Srila Prabhupada, he gave purports of Srimad Bhagavatam taken into account the purports of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Я могу много сказать про Вишваната Чакраварти Такура, но сейчас речь о другом. I can say a lot about him, but now we speak about a bit different topic. Ну так вот, я помню ситуацию, когда у меня нет денег, но есть желание. So I remember the time when I don't have money, but I have desire. И я стал изучать жизнь Вишванатхи Чакраварти Такура и Мадхури Кадамбини, его книгу. And I started to study life of Vishwanath Chakravarti Thakur and his book Madhurya Kadambini. И
Это единственное, о чем я говорил. So this was the only thing which I was speaking about. Я с разными преданными все время говорил об этом. So with different devotees, I was discussing these topics. И в результате я приехал во Вриндаван. And as a result, I went to Vrindavan. И пуджари этого храма Гокулананды And Pujari of this temple, Gokulananda, дал мне комнату. he gave me a room. Я жил месяц вот в 2 минутах ходьбы отсюда. And I stayed for a month, for one month, 2 minutes away from here. И я каждый день подметал вот этот двор. And every day I was brooming this room. Every day. И это благодаря тому, что, находясь в Москве, в своем сознании, я в действительности был здесь. And this was due to the fact that staying in Moscow, I was in my consciousness staying in Vrindavan. То есть наше сознание, в нем находятся наши желания. So our consciousness is where our desires are. И то, как построено наше сознание, таким образом подстраивается вся наша жизнь. And the way how we set our consciousness, then the whole life gonna be adjusted to this consciousness. Это очень легко понять. And it's very easy to understand. Для примера, в Бхагавад-гите Кришна говорит, For example, in Bhagavad Gita, Krishna says, о чем человек думает в момент смерти. so what the person thinks about at the time of death, То такого состояния он и достигает. then that state of consciousness he will reach the next time, the next life. Да, то есть будете умирать и думаете, о, моя жена. If you die and think about, oh, my wife, Я вас поздравляю. В congratulations, следующей жизни родитесь женщиной. next life you will be born as a woman. Да. Но сам факт, что то, о чем мы думаем, таким образом и устраивается наша жизнь. So what we think about defines our reality. И поэтому кто-то может мне возразить и сказать, Someone may disagree with me. ну вот я хочу много денег, я хочу $1 миллион, но почему у меня их нет? Someone might say, I want $1 million, I want, but why I don't have them? Потому что не хочешь. Because you don't want Это суровая правда. is the harsh reality. Ты получаешь то, что ты хочешь. One receives what he wants, Просто хочешь по-настоящему. but wants truly, deeply. Для примера, каждого человека спроси, хочешь $1 миллион, он скажет да. If you ask any person, do you want $1 million, he will say, yes, why, no, I will not. Задайте второй вопрос. And ask the second question. И вы сразу поймете, будет у человека $1 миллион или нет. And you will understand if this person ever will have this $1 million. Что ты будешь делать для того, чтобы получить $1 миллион? What will you do to get this $1 million? Вот и все. У человека нет ответа на этот вопрос. So the person has no answer to this question Потому что у него нет сильного желания. because he doesn't have strong desire. Очень многие люди готовы получать фиксированную стабильную зарплату, например, там, ну, условно говоря, $500 в месяц. Many people are agree to get the fixed salary, like for example $500 per month. Эта цена может меняться. Of course, it may vary Да, depending on the country. Да, но сам факт, что люди готовы за фиксированную плату каждый месяц работать. But it means that people are ready to work for salary, for fixed Но для salary. примера, они не готовы пойти, получить образование, получить хорошую работу и через 2 года получать по $10 000 в месяц. And for example, they are not ready to go and get education and then be hired and get $10,000. То есть в году 12 месяцев. Они могут получить за год $12 000. So during the year, there are 12 months, they can get $12,000. Ну, если по 1000 в If месяц. one receives, I would say $10,000 в месяц. Вот. То есть, например, за 2 года это $24 000. So 2 years is $24,000. То есть, ну, это 2 года стабильности. There's 2 years of stability. Но вот 2 года серьезно поучиться, может быть, не иметь нормальной зарплаты, наоборот, еще заплатить за обучение, и через 2 года получить хорошую работу, многие на это не готовы. Many people are not ready to spend 2 years for education and then go and get this money, but they are not just ready to spend 2 years like this. Потому что это аскеза, никто не хочет аскезы. Because this is austerity and not everyone wants austerity. То есть люди готовы за стабильность продать любую свою мечту. So for stability, people are ready to sell, to give up
their dreams. А тот, кто действительно хочет денег, And the one who really wants big money, он не будет удовлетворен от этой стабильности, he won't be satisfied with this stability потому что ему нужно больше. because he wants more. Ему не нужна маленькая стабильность, He doesn't need this little stability потому что у него есть сильное желание. because he has strong desire. Так что если кто-то скажет, я хочу денег, у меня нету, значит, ты не прав. Нет, вы просто не хотите. And so the one who says, I want big money but I don't have them, so that's why you are wrong. It means that you just don't want. Я не truly. хочу денег, поэтому у меня их и нет. I don't want much money, that's why I don't have it. Да? Но я хочу жить во But Вриндаване, I want to live in Vrindavan, поэтому я живу во and that's Вриндаване. why I live in Vrindavan. И вот маленькая история, когда я думал о том, что я хочу приехать во Вриндаван, хочу жить во Вриндаване, So the short story about like how I wanted to come to Vrindavan and I came to Vrindavan. я помню, что мне приснился сон, I remember that I had a dream, и мне приснилось это место. and I saw this place in my dream. И когда я приехал во Вриндаван, And when I came to это Vrindavan, была it Картика, was Kartik months. это давно было уже, лет 20 назад, It was around 20 years ago. то вокруг Кришна Баларама Мандира не было мест для того, чтобы снять комнату. So around Krishna Paramatir, there were no rooms to rent. И я пришел сюда, So I came here, и я поговорил с Пуджари здесь, он мне дал комнату. and I talked to Pujari here, and he gave me a room. Но мне приснилось это But место. I saw this place in my dream. То есть я жил в Москве, а своим сознанием я жил во Вриндаване. So physically, I stayed in Moscow at the time, but my consciousness was here in И Vrindavan. мне стал сниться Вриндаван. So Vrindavan came in my dream. И я, приехав во Вриндаван, стал жить в том месте, которое мне снилось. And when I came to Vrindavan, I started to live exactly at that place that came into my dream. Я помню, как мне приснился сон во Вриндаване. I remember that I saw a dream while staying here. Мне приснился центр Москвы. I saw the center of Moscow. Я еду в сторону That Кремля. I'm going to the Kremlin. Я проснулся в холодном поту. I woke up after a nightmare. И я подумал, как ужас какой-то. I thought that's horrible. Я проснулся вокруг, о, Вриндаван, все And I saw хорошо. Vrindavan, so everything is okay. Я понимал, что все, мне скоро придется ехать в Москву, надо воспользоваться возможностью, и я тут же собрался, омылся и поехал на Гавардхан Парикраму. And I thought I don't have to waste time until I'm here. I need to do something, so I went to Gordon Parikrama after taking shower. И был еще один случай, связанный со сном. And also I had another dream. Когда я был во Вриндаване, я прошелся один раз по одной улице. When I was in Vrindavan, I walked along one street, И я по ней никогда больше не ходил. and I never went this street. И перед тем, как приехать во Вриндаван, эта улица мне снится. And before I came to Vrindavan, I saw this street in my dream. И когда я приехал, точно так же нигде не было места для жилья. And in the same way, before coming to Vrindavan, the same way there were no rooms to rent. И один преданный сказал, пойдем, я покажу, где можно остановиться. And one devotee, he said, I know a place where you can stay. И он привез меня на эту улицу. And he brought me to that street. И я по этой улице ходил 1,5 месяца. And 1.5 months I was living in that street. И я могу сказать, что если вы сознанием находитесь во Вриндаване, ваше тело сюда перенесется. So if by your consciousness you stay in Vrindavan, then later on physically you also will come. Но проблема в том, что у вас нет такого желания. But the problem is that you don't have this desire. У вас на чашах весов здесь желание приехать во Вриндаван, а здесь желание хорошей работы, там, денег и всего такого. So at one hand you have desire of coming to Vrindavan, at another hand you have desires of good life, nice job, money, etc. Да, и поэтому вы не во Вриндаване. And that's why you are not in Vrindavan. Поэтому я могу сказать, что вы должны захотеть приехать во Вриндаван и захотеть жить во Вриндаване. And that's why I can add that one have to have desire to come to Vrindavan and have desire to stay here. И Кришна и Шримати Радхика ваше желание выполнят. And Krishna and Srimati Radhika, they will fulfill your desire. Так что для того, чтобы жить во Вриндаване, нужны не деньги. So in order to live in Vrindavan, one requires not money. Нужна милость Кришны и Шримати Радхики. One requires the mercy of Radha and Krishna. А их милость можно получить по милости вайшнавов ачарьев. And one can get their mercy by the mercy of the Vaishnavas, Acharyas. Так что думайте о Радхе Кришне, So think about Radha and Krishna. думайте о Чайтанье Махапрабху, Think about Chaitanya думайте о Mahaprabhu. Шриле Прабхупаде и наших ачарьях. Think about Srila Prabhupada and our Acharyas.
И по их милости ваша жизнь изменится. And by their mercy, your life will be changed. И однажды вам тоже приснится Вриндаван. And once you will also have Vrindavan in your dream. Вы проснетесь, поймете, что все, без него жить не можете, приедете и останетесь жить здесь. You will wake up and realize I cannot live without Vrindavan, and you will go to Vrindavan. Харе Кришна.